Здравствуйте, дяди и тети, а также их родители. Давно хотел сделать голову хищника вот в таком отдельном виде, и фильм «Добыча» стал тому катализатором. Давайте посмотрим поближе эту приколюху. Да ладно, что там? Да ну нахер! Это что за херня? Да ну нахер, блин! Лучше буду собирать, чем разбирать. Итак, минифигурка оказалась сложной для меня, но все-таки ее удалось сделать. Все аксессуары для этой фигурки сделаны из пластика, ударопрочного, хорошего качества. Для нее пришлось сделать модифицированную голову с открытым ртом и клыками. Правильное название клыков, кстати, мандибулы. Вот такая она получилась, весьма необычно, учитывая масштаб минифигурки. К голове, как полагается, идет скальп с дредами. Хотел сделать более аутентичным к персонажу фильма, с множеством тонких волос, но это оказалось слишком сложным для меня. Принты на торсиках решил сделать нескольких типов. Тип первый. Ферал после встречи с медведем. Вот так он выглядит. Поставляться он будет в разобранном виде, чтобы новые владельцы имели возможность к дополнительной кастомизации фигурки. Для этой фигурки, как и для всех остальных, я рекомендую фиксировать скальп на голове с помощью суперклея. Конечно же, будет поставляться с маской тонированной, но без подсвеченного прицела. Плюс в комплекте будет идти вот такой стандартный веер. Тип 2. Другого цвета основа. База, как и на всех других моих кастомах, это оригинальные мини-фигурки Лего без принта. Принт моего собственного дизайна с нанесенным методом ОФ-печати рисунком. Этот тип мини-фигурки будет поставляться с черными глазами окрашенными и уже зафиксированным скальпом с принтом. Тонированная биомаска с подсвеченным прицелом также идет в комплекте и веером без тонировки. И третий тип, очень ограниченная партия, всего я сделал 12 штук. Это Ферал уже после встречи с волком и с медведем. Здесь у него принт замкнутым вокруг поясом и висящим трофеем черепом волка. Глаза окрашены, скальп также зафиксирован на голове, прицел подсвечен и веер в комплекте с тонировкой красками цвета ацтекское золото. 10 выставляю на продажу, 2 мини-фигурки каждого типа по традиции я оставляю себе. Теперь к легенде. Нисколько не претендую на истину в последней инстанции, но по моему сугубо личному мнению дело было так. Ферал, или по-русски Дикий, названный при рождении Скидук, был внуком знаменитого хищника Фекхляр, он же Бонхантер, охотник за костями, который славился своей беспринципностью и ужасными генетическими экспериментами для собственной прокачки и создания страшных мутантов для охоты на них. Хоть он и был подлецом без принципов, но все же память о нем была увековечена в зале славы легендарных охотников, где хранятся доспехи всех легендарных воинов и охотников всех кланов хищников. Так вот, генетически апгрейды не прошли бесследно и дали сбой на его потомках, а именно Скидухе. Он родился слабым, не похожим на других хищников. Как мы знаем, у хищников есть строгая иерархия, и до охоты допускаются отнюдь не все. Скидух не был исключением и не смог пройти отбор в касту будущих охотников, заняв место вспомогательного персонала. Но он украдкой тренировался, надеясь когда-то обрести такую же славу, как и его знаменитый дед. В подростковом возрасте, когда его сверстники после упорных тренировок начали проходить ритуалы инициации в воины или охотники и получать свои первые трофеи, он оказался в очередной раз в зале славы легендарных охотников. И оставшись там один, воспользовался моментом и украл часть амуниции своего именитого предка. Примерка доспехов, к которым ты не имеешь отношения, строго наказывается советом старейшин. А тут еще и кража. Скидук вымолил возможность доказать, что он достоин все-таки доспехов охотника и стоять в рядах охотников. Хоть он и был в хорошей физической форме, но был малоопытен в вопросах охоты. Совет старейшин дал ему возможность искупить свой проступок и был отправлен на землю охотиться на диких животных. Кого он там встретил, мы уже знаем. Но опять же, мое личное мнение такое: нам показывают в фильмах только тех хищников, которые погибают. Так и в фильме «Добыча» в финальных титрах нам показывают еще 3 корабля инопланетных охотников, прибывающих на Землю, оставляя фанатам лишь повод для догадок и фантазии. Хотите больше таких историй или у вас есть своя версия? Пишите в комментарии, не забывайте ставить лайк, если понравилось это видео. У меня все. Всем удачной охоты, пока!